Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Шокирующее убийство Дэвида Грюнвальда. 13 ноября 2016 года небольшой городок Палмер, штат Аляска, потрясло известие о том, что 16-летний Дэвид Грюнвальд пропал без вести. Несмотря на активные поиски, которые вели местные правоохранительные органы и жители, тело Дэвида, погибшего в результате единственного огнестрельного ранения, было найдено лишь спустя месяц. Его трагическая смерть и ход расследования привлекли внимание всей страны, поскольку это происшествие обнажило темную сторону жизни в тихой сельской местности Аляски. Жизнь Грюнвальда. Дэвид Грюнвальд родился 22 сентября 2000 года в семье Бена и Эдди Грюнвальд. Вместе с младшей сестрой он всю свою жизнь прожил в крохотном городке Палмере с населением в 5000 человек, расположенном в округе Матануска-Суситна на Аляске. Во многих отношениях он был самым обычным подростком, любил проводить время в окружении дикой природы и часто ходил на охоту и рыбалку со своим отцом. Ему всегда был присущ дух авантюризма, и он охотно исследовал новые места. Грюнвальд был прилежным учеником в местной средней школе Korea and Technical High School. В свободное от занятий время Дэвид занимался в клубе робототехники и проявлял большой интерес к механике и инженерному делу. По словам его родителей, он с нетерпением ждал окончания школы, чтобы получить техническое образование и стать военным летчиком. Помимо этого, юноша обладал активной жизненной позицией и участвовал в волонтерской работе. Дэвид был известен своим добрым и покладистым характером. Его всем сердцем любила не только семья, но и сверстники, среди которых он пользовался большой популярностью. Его исчезновение в ночь 13 ноября 2016 года стало ударом для всех, кто знал доброго парня с большим будущим. Местные жители не могли поверить, что в их спокойном городе могло произойти такое трагическое событие. Исчезновение и поиски. В день, когда Дэвид бесследно пропал, многие подростки договаривались встретиться в популярном среди молодежи месте под названием «The Butte». Грюнвальд, будучи душой компании, планировал тоже посетить эту вечеринку. Он уехал из дома на старой отцовской машине Ford Bronco, но так и не приехал в назначенное место. Дэвид также не вернулся и домой в положенное время, хотя всегда соблюдал комендантский час. Его отец позвонил в полицию незадолго до полуночи и сообщил, что сына все еще нет, и что такое поведение совсем не похоже на него. Поиски Дэвида начались незамедлительно. Они были обширными и охватывали значительную территорию долины Матануска-Суситна, включая леса, горы и реки. Их возглавили полицейские штата Аляска при содействии местных правоохранительных органов и добровольческих поисково-спасательных отрядов. Также было подключено несколько беспилотников и вертолетов. Наконец, один из местных обнаружил сгоревший автомобиль, которым управлял Дэвид Грюнвальд, но водителя внутри не было. Несмотря на продолжавшуюся работу масштабной поисковой группы, никаких других следов пропавшего школьника найти не удавалось. Семья Грюнвальдов была потрясена. Дни стали сменяться неделями, и надежда найти Дэвида живым начала угасать. Это дело активно освещалось в местных и национальных новостных изданиях. Исчезновение Дэвида также привлекло внимание в Facebook и Twitter, где появился хэштег «Find David Grünwald». Жители Палмера и всего штата Аляска молились за благополучное возвращение Дэвида домой.
К сожалению, поиски пропавшего подростка закончились трагическими известиями. Арест Эрика Альмандингера. Отец Дэвида, общаясь с местной полицией в начале расследования, высказал предположение, что мальчик в ту ночь мог подвозить своего приятеля, 16-летнего Эрика Альмандингера. Несколько дней следователи пытались связаться с Эриком, прежде чем смогли допросить его. Парень отрицал, что видел Грюнвальда, и утверждал, что ехал в ту ночь на такси. Но полицейские все же смогли установить, что он лгал. По утверждениям сержанта Тони Вегражена, данные сотовой связи, полученные с мобильного планшета Альмандингера, показали, что он находился рядом с машиной Грюнвальда во время ее возгорания. Кроме того, полицейские нашли таксиста, который подобрал Альмандингера, и еще одного подростка, 16-летнего Доминика Джонсона, рядом со сгоревшим внедорожником. Оба парня стали главными подозреваемыми в деле о пропаже Дэвида. 29 ноября Вегражен получил ордер на обыск дома Альмандингера. Внутри трейлера, в котором он проживал, был нестерпимый запах отбеливателя. На полу и стенах в ванной комнате были обнаружены капли крови. После этого следователь допросил одного из знакомых Альмандингера, имя которого не было раскрыто в судебных документах. Он рассказал, что 13 ноября Эрик Альмандингер и Доминик Джонсон пришли к нему домой и сообщили, что убили Дэвида Грюнвальда. Парни просили у друга помочь им скрыть следы преступления, но получили отказ. Все сведения о личности информатора остались неизвестными. Также неясно, почему молодой человек сразу не сообщил о случившемся в полицию. Вегражен в тот же день допросил Доминика Джонсона. Парень согласился дать ориентировку на место, где находилось тело Грюнвальда. Его останки были найдены в 260 метрах от Кник-Ривер-Роуд, к юго-востоку от Палмера. Рядом с ними находилась одна гильза. Но что же случилось с Дэвидом? Подробности вечера. Следователями было установлено, что в ночь своего исчезновения Дэвид Грюнвальд присутствовал на вечеринке в доме Эрика Альмандингера, где он курил марихуану с другими малознакомыми ему подростками – Домиником Джонсоном, Брэдли Ренфро и Остином Барреттом. Почти все парни в компании Дэвида были выходцами из неблагополучных семей. Полиция охарактеризовала их как банду. В какой-то момент после принятия наркотиков ребята заперли Дэвида в ванной комнате трейлера и сильно избили его. После этого они погрузили Дэвида в его же машину и в течение получаса добирались до леса. Прибыв на место, один из подростков взял в руки пистолет, который нашел в доме Альмандингера, и застрелил несчастного парня. Показания подростков все время путались, поэтому установить, чья именно это была идея и кто на самом деле стрелял, не удалось. Однако известно, что именно Эрик Альмандингер отогнал машину Дэвида в другое место и поджег ее, после чего поймал такси и вернулся домой. В трейлере парня осталась кровь жертвы, и он безуспешно пытался отмыть ее с помощью химических средств. Родители Дэвида до последнего дня верили в то, что их мальчик будет найден живым. Узнав о том, что с ним случилось, они не могли понять, почему дети так жестоко расправились с их сыном. Причина убийства обаятельного и дружелюбного подростка, который не враждовал ни с одним из членов компании, оказалась до ужаса простой и глупой. Сержант Тони Вегражен, расследовавший это дело, сообщил: единственный мотив, на который указывал Альмандингер в ходе его допроса, это то, что Дэвид выкурил всю оставшуюся травку. Парень практически не раскаивался в содеянном и лишь прослезился, когда ему сообщили, что его друзья обратились в полицию. Вынесение приговора. В 2018 году Эрик Альмандингер и Доминик Джонсон были признаны виновными в убийстве первой степени и похищении человека. Они были приговорены к 99 годам лишения свободы. Судья Верховного суда Грегори Хит назвал действия Альмандингера и его соучастников особенно жестокими и непостижимыми для ума человека. Мистер Альмандингер был единственным, кто действительно знал Дэвида. Он знал его как друга, как он сам заявил. Зачем ему понадобилось убивать одноклассника, непонятно. Я действительно не понимаю этого. Он не сделал ничего плохого.
Во время оглашения приговора Альмандингер смог ответить только одно. «Он был моим другом. Он был хорошим парнем, и я убил своего друга. Вот что произошло. Я убил чьего-то племянника, я убил чьего-то сына. Я разрушил чью-то семью». Брэдли Ренфро был также признан виновным в убийстве первой степени и похищении. Он был приговорен к 75 годам лишения свободы. Во время заседания его адвокат утверждал, что Брэдли отличался от других обвиняемых и даже боялся их. Но окружной прокурор Мелисса Ховард настояла на том, что он был не менее причастен к смерти Грюнвальда, чем остальные. По ее словам, именно Брэдли предложил для убийства мальчика лес и приобрел канистры с топливом, которые использовали для поджога машины преступники. Последний соучастник, Остин Барретт, заключил сделку о признании вины и был приговорен к 45 годам тюремного заключения. После вынесения приговора судья Хит выразился о полной бессмысленности убийства, которое, как оказалось, не имело никакого мотива, кроме того, что жертва выкурила небольшое количество травки. Во всех этих 4 молодых людях было что-то не так. Я не знаю, что побудило их совершить такое тяжкое преступление, но это ненормально, и это было очень страшно. Прокурор Ховард, в свою очередь, выступила с речью о том, как это дело разрушило семью Грюнвальд и повлияло на жизнь мирного общества в далеком городке на Аляске. Дэвид Грюнвальд был 16-летним подростком, глубоко любимым его семьей и друзьями. Их жизнь была разбита утратой и преследующими мыслями о том, что пережил Дэвид в свои последние часы, сказала она. Вынесенный приговор отражает бессмысленную жестокость преступления и расчетливые шаги, предпринятые обвиняемыми для его сокрытия. После убийства Дэвида многие жители осознали, что больше не могут чувствовать себя безопасно в городе, который раньше казался спокойным местом для жизни. Его безутешные родители не могли оправиться от такого неожиданного удара и потери сына. Они долгое время рассказывали о том, как тяжело им дается пережить свою боль. Чтобы почтить память Дэвида, властями была учреждена мемориальная стипендия его имени для поддержки студентов, которые получают профессию механика или инженера. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, могли ли подростки иметь какой-то иной, более расчетливый мотив в совершении столь жестокого преступления, о котором решили не сообщать? Свои версии пишите в комментариях под видео. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.